Стоял погожий летний денек, который радовал прохожих теплыми лучиками солнца и ласковым ветерком. В автобусе, изредка поглядывая в окно, ехал старик. За пазухой он держал щенка Лайки, который все это время мирно спал. Но теперь, разбуженный тряской, на ухабистой дороге он проснулся и высунул мордочку наружу. Пассажиры заулыбались и с одобрением посмотрели на дедушку, который, недолго думая, улыбнулся им в ответ. Старика звали Матвей Ефимыч, и он возвращался домой с рынка, где и купил этого милого малыша. Ефимыч всю свою жизнь проработал егерем и в породах собак разбирался, как никто другой. Но недавно его верный пес-матрос умер, прослужив верой и правдой без малого 15 лет. А этот щенок был так похож на матроса, что старик не выдержал и заплатил торговцу ту цену, которую тот с жадности за него заломил. Матвей Ефимович сразу окрестил малыша боцманом. Столь странная любовь к морю была вызвана тем, что старик призывником отслужил 3 года на флоте и это время вспоминал как лучшие годы своей жизни. Незаметно Ефимыч погрузился в воспоминания, позволившие ему скоротать дорогу и окунуться в прошлое, которое местами бывало очень приятным. Тогда Матвей хотел остаться на флоте, но в родном поселке его ждала невеста Машенька, и парень, не колеблясь ни минуты, вернулся домой. За женитьбой ей дело, конечно, не стало. Молодые люди любили друг друга и верили в совместное счастливое будущее. Вскоре у Матвея и Маши родилась дочь Рита, которую они очень любили и души в ней не чаяли. К сожалению, несмотря на все усилия родителей, Рита росла взбалмошенной и своенравной девочкой. И если в школьные годы это было не особенно заметно, то когда она повзрослела, все стало гораздо серьезней. В родном таежном поселке Рита оставаться не захотела и поехала в город, где стала вести разгульную жизнь. Конечно, поначалу родители не верили слухам о похождении к дочери, но когда ее посадили в тюрьму за наркотики, они все окончательно поняли. Мария очень переживала по этому поводу, все чаще держась за сердце, которое у нее было слабым. С детства Матвей, как мог, старался сберечь душевный покой супруги, но переживания и тоска по любимой дочери в конечном итоге сделали свое дело, отправив несчастную женщину в кардиологию, откуда она уже больше не вышла. Матвей очень тяжело пережил смерть супруги. Часто, особенно по вечерам, он сидел перед фотографией жены и плакал, пытаясь хоть немного успокоить душевную боль. «Машенька, ты уж не серчай на меня. Нужно мне еще немножко пожитерить и нашей помочь. А уж потом, что свидимся с тобой, я даже не сомневаюсь». Матвей тогда не знал, что без жены ему суждено прожить еще много лет. А тем временем, дочь Рита, даже находясь в заключении, не переставала преподносить отцу сюрпризы. Как выяснилось, в тюрьме она родила дочь, отцом которой, судя по всему, был охранник исправительного учреждения. Скорее всего, Рита сделала это для того, чтобы получить право на условно-досрочное освобождение, о котором так долго мечтала. Но как только она получила желанную свободу, то первым делом привезла дочь отцу. Причем поступила Рита как настоящая кукушка, ранним утром подкинув корзинку с малюткой на крыльцо. Увидев внучку, Матвей Ефимович заплакал в душе благодаря Риту за то, что она не отдала ребенка в приют. На дне корзинки лежал листочек с именем малышки и пара пеленок. Это было все, с чем нерадивая мамаша оставила свою кровиночку на попечение родного деда. Так и вышло. Вот уже 19 лет с Матфеем Ефимовичем живет Полинка. Старик очень любил внучку и ради нее был готов на все. Лишь одно обстоятельство омрачало жизнь старика, наполняя его души переживаниями и грустными мыслями. Несмотря на то, что Полина была наипервейшая красавица в поселке, с рождения у нее наблюдалась хромота на одну ногу. Во всем этом старик винил акушеров тюремной больницы, принявших роды не так, как надо. Господи, да как же это так? За что же Полинке все это? Ведь никому ничего плохого не сделала. Мало того, что в тюрьме родилась, так еще и хромой до конца своих дней жить обречена. Грустно, думал старик, наблюдая, как внучка собирается на почту, где она работала в отделе приема и отправки посылок.
В отличие от своей непутевой матери, Полина старика любила и относилась к нему как к единственному родному человеку на свете. А еще внучка наотрез отказалась уезжать из поселка, не разделяя мнение сверстников о том, что в городе ее ждет лучшая доля. «Дедушка, я хромая, не хочу, чтобы в городе надо мной все смеялись. Я лучше жизнь в деревне проведу рядом с тобой». Из воспоминаний старика вывел несильный толчок, свидетельствующий о том, что автобус остановился, прибыв на свою конечную остановку. Ефимыч, бережно поддерживая щенка за пазухой, вышел через заднюю дверь и направился в сторону поселка. Вот Поле-то Щенкова обрадуется. Да и мне на обход теперь будет с кем ходить. С теплотой в сердце, думал старик. Как обычно, внучка, когда у него был выходной, встречала дедушку у самой околицы. «Дедушка, а что это ты за пазухой держишь? Котенок? Или птенца подобрал?» С интересом спросила Полина. «Знакомься, милая, это боцман. Я его на рынке купил. Полпенсии оставил и часы в придачу. Но мне ни капли не жаль. Вижу я, что с мальца толку идет. Сердцем чувствую. Ну как, хорош?» «Хорош, дедушка, еще как хорош». Словно в подтверждение ее слов, щенок задорно тявкнул и принялся водить мордочкой из стороны в сторону, пытаясь уловить незнакомые ему запахи. «Гляди-ка, все понимает. Новый литый боцман на корабле», — улыбнулся старый егерь. В доме Ефимыча. Щенок освоился быстро и первым делом обнюхал все углы, попутно обнаружив мышиную норку у печки. Затем, удовлетворившись осмотром, он наелся кашей с мясом и завалился спать на расстеленный старым егерем полушубок. Вскоре боцман стал полноценным членом семьи, превратившись в любимчика Полины и предметом гордости Матвея Ефимыча. Время шло незаметно, отсчитывая дни, недели и месяцы размеренной таежной жизни. Боцман из милого озорного щенка превратился в крепкого поджарового пса, на которого с завистью поглядывали местные охотники. «Ефимыч, а ты где такого пса нашел? Ну, золото, а не пес. И след берет на лету, и в лесу знает, как себя вести, а? Может, продашь? Место нужно знать. А пса не продам ни за какие деньги. Это он меня выбрал, а не я его». «Так-то вот», — ответил Матвей Ефимыч. Как-то старик пошел на почту, чтобы перед обходом зайти к внучке. Он так всегда делал, чтобы Полинка не волновалась по поводу его отсутствия. Вдруг на противоположной стороне улицы он увидел председателя, который торопливым шагом направлялся к нему. Ефимыч сразу понял, что это неспроста, а потому остановился, ломая голову над тем, зачем он мог понадобиться. Степану Егорычу. «Ефимыч, день добрый!» Радушно поприветствовал председатель старика. «Здравствуй, Егорыч, сколько лет, сколько зим. Матвей Ефимыч, я к тебе вообще-то по делу. Мне мужики давеча сказали, что видели чужие машины у Черного озера. Может, браконьеры? Я в твои дела не лезу, но ты бы проверил от греха подальше. А я и так собирался, Егорыч. Ты же знаешь, порядок. Я люблю, и на участке у меня всегда тишь да благодать. «Непременно проверю, что за людишки у озера крутились», — заверил председатель Ефимыч. Старик решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу же отправился в лес. Помня о словах председателя, егерь шел по тропе, ведущей к Черному озеру. Старику не нравился этот маршрут, поскольку у местных жителей он издавна пользовался дурной славой. То утонет кто, то на зверя лесного нарвется. Боцман привычно бежал впереди, водя носом из стороны в сторону в поисках следов. Вдруг пес заметно заволновался и стремглав бросился в кусты. Заинтригованный старик покрепче жал в руках старенькое ружьишко и осторожно пошел за ним. Но не успев сделать и пары шагов, Ефимыч оказался перед наполовину разрытой ямой с осыпавшимися краями. Она до боли напоминала могилу и была предусмотрительно вырыта между деревьями, где почва была песчаной и легче подавалась лопате. Присмотревшись внимательно, Матвей Ефимович увидел, что внизу виднеется крышка гроба. Вокруг ямы, нетерпеливо пританцовывая, кружил пес. «Боцман, ты куда меня привел? И откуда здесь гроб? И кто его разрыл? Медведи не иначе. Следы, вот».
А кто же их спугнул? Кабаны-сикачи, что ли? Взволнованно прошептал старик. Затем, взяв себя в руки, он опустился в яму, которая была неглубока, и со страхом приоткрыл крышку гроба. Старый егерь ожидал увидеть все, что угодно, но только не молодого парня, который лежал в гробу совсем как живой. В этот самый миг басман, просунув морду, лизнул парня в щеку, призывно гавкнув. «Да тихо ты, окаянный!» – прошептал старик, отталкивая пса. Затем, взглянув на парня, он едва сдержал удивленный возглас. Ресницы незнакомца шевельнулись, а сам он, едва тихонько выдохнув, издал приглушенный стон. «Живой! Господи, ты ведь живой!» — воскликнул старик и принялся извлекать парня из гроба. Было видно, что каждое движение доставляло незнакомцу нестерпимую боль. Сейчас, милый, потерпи», — прошептал Ефимыч, укладывая парня на усыпанную еловыми иглами почву. Затем егерь сноровисто нарубил еловых ветвей и соорудил нечто вроде волокуши. Обливаясь потом и останавливаясь каждые 100 метров, старик потихоньку приближался к своему дому, который стоял на отшибе ближе всех к лесу. К счастью, как обычно, на опушке леса дедушку встречала Полина, которая и помогла ему внести раненого парня в избушку. «Что с ним, дедушка, и почему у него голова в крови?» – испуганно спросила девушка. «Эх, милая, кабы я знал». В гробу он лежал, закопанным. Видать, сильно кому-то насолил, раз таким способом на тот свет его отправить решили. Полина, услышав это, горестно вздохнула и, прихрамывая, поспешила приготовить парню постель и теплой воды для умывания. У незнакомца был высокий жар, и, находясь в бреду, он едва шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Полина заварила целебных трав и принялась отпаивать парня отваром. «Внученька, что-то он совсем плох. Ты побудь с ним, а я Кузьмича позову. Фельдшеру. Он и должен знать, что в таких случаях делать надобно», — сказал Ефимыч, переживая, как бы чего доброго. Парень не умер у них на руках. Но Фанасий Кузьмич, осмотрев раненого, сказал, что шансы на выздоровление есть. Организм у него молодой и должен выкарабкаться. Я вот напишу, какие лекарства еще купить надобно. А вообще рекомендую обильно питье и полный покой. Но несмотря на все усилия Полины и Матвея Ефимыча, выздоровление парня шло очень медленно. Больше недели он провалялся в бреду, понемногу приходя в себя. И лишь на 10-е сутки парень открыл глаза и тихонько спросил: «А где я нахожусь? Я что, уже умер?» «Нет, конечно. Мой дедушка нашел вас в лесу в бессознательном состоянии. Вот мы и забрали вас к себе», — улыбнувшись, сказала Полина. «Простите, я не представился. Меня зовут Артем. Спасибо вам огромное, что спасли меня. Но у меня есть еще одна просьба. Поймите, это очень важно, вопрос жизни и смерти. Мне срочно нужно сделать один звонок». Дрожащим от слабости голосом попросил парень. «У нас связь здесь очень плохая, но у дедушки есть спутниковый телефон. Он егерем работает, и председатель выделил ему один аппарат для связи с районом. Сейчас, подождите немного, я позову его». Вскоре Артем уже уверенно давал кому-то указания по телефону. Полина и Матвей Ефимович переглянулись, но ничего не сказали, терпеливо ожидая окончания разговора. Парень, как и обещал, сделал всего один звонок. Затем, отложив трубку телефона в сторону, он с благодарностью посмотрел на приютивших его людей и начал свой рассказ. Как выяснилось, Артем был сыном богатого предпринимателя, создавшего свой бизнес на продаже ценных пород древесины. Но после смерти отца, сводные братья Артем решили его убрать. Они были сыновьями второй жены отца и не являлись ему родными. Так вышло, что Артем оказался первым наследником и по праву получил большую долю отцовских капиталов. Ушлые братцы вывезли Артема в лес, где избили его и, положив гроб, закидали землей. Если бы не острый нюх боцмана, учуявшего запах крови, богатый наследник, скорее всего, умер бы, захороненным в лесной безымянной могиле. По телефону Артем вызвал начальника охраны отца, а тот, в свою очередь, связался с семейным адвокатом и прокурором.
К удивлению Полины и Матвея Ефимыча, не прошло и часа, как они прилетели на вертолете. Сразу же был объявлен план перехвата и розыск преступников по горячим следам. На все про все у правоохранителей ушло не более суток, и вскоре начальник охраны уже рапортовал своему молодому боссу. «Артем Константинович, все готово, и вы можете возвращаться домой. Там теперь безопасно. Виновные задержаны и уже дают признательные показания. Спасибо, Дмитрий Васильевич, но я хочу остаться пока здесь. Мне нужно поблагодарить приютивших меня людей, да и вообще хочу осмотреться, что к чему», — ответил Артем. Несмотря на то, что Полина и дед Матвей решительно отказывались от какой-либо благодарности, молодой наследник сделал заказ на доставку стройматериалов, чтобы провести ремонт в доме старого егеря. Затем старику и его внучке привезли машину дров, которых им теперь хватит на всю зиму. «Ой, спасибо вам, не стоит беспокоиться», — смущенно ответила Полина, но парень по этому поводу ничего не хотел слышать. «Ну перестаньте, если бы не вы, меня бы уже и в живых не было», — резонно заметил Артем, который был все так же бледен и еще чувствовал некоторую слабость. «Ну, тогда давайте я вас чаем напою. И вам покой нужен. Я не против. Только давайте на «ты», а то я себя совсем уж стариком ощущаю», — улыбнулся Артем. В тот вечер молодые люди вместе с дедом Матвеем проболтали до самой ночи. Артем оказался очень хорошим человеком, без свойственной всем богачам надменности и чувства собственного превосходства. Все это время молодой наследник не сводил глаз с Полиной, которая, судя по взгляду, очень ему понравилась. Артем вместо запланированного одного дня прожил в избушке старика целый месяц. Каждое утро он помогал Полине по дому и носил воду из реки, жалея ее больную ногу. Девушка же словно в награду показывала Артему самые красивые места в лесу и на озере, а также ходила с ним за грибами и ягодами. Парню, выросшему в городе, казалось, что он попал в сказку, в которой люди живут по своим таежным законам, которые местами даже лучше, чем городские. Боцман, который первым нашел полуживого наследника, сразу же подружился с ним и следовал за ним по пятам, словно привязанный. Артем, проводя много времени рядом с Полиной, стал испытывать к ней серьезные чувства, которые были главной причиной того, что он не спешил покидать поселок. Старик Ефимыч видел, что между молодыми людьми зарождаются близкие отношения, в существование которых они и сами еще не верят. Все это время Артема крайне волновала хромота Полины. Девушка лишь отмахивалась, смущенно переводя разговор на другую тему. Но однажды парень с кем-то долго разговаривал по телефону, а затем вошел в комнату и радостно воскликнул: «Полиночка, я нашел клинику, где тебе смогут помочь. Они берутся за старые травмы, связанные с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Собирайся, машину я уже вызвал. А в аэропорту у нас будет ждать частный самолет». «Да как же я дедушку одного оставлю? А хозяйство?» – забеспокоилась Полина. «Внученька, ты на меня не смотри. Это дело нужное. Тебе еще жизнь жить», – ответил Матвей Ефимович, который ради спасения Полины был готов на все. Как оказалось, Артем времени зря не терял и смог все организовать на высшем уровне. В клинике Полину осмотрели специалисты и с уверенностью взялись за операцию. Все это время Артем ожидал в приемном отделении, с трудом стараясь справиться с волнением. Наконец, спустя несколько часов, вышел доктор и сказал, что операция прошла успешно. Но о выписке говорить еще рано, поскольку впереди предстоят еще 2 недели реабилитации. Теперь каждый день для Полины начинался с букета цветов и визита Артема. Парень находился рядом, когда она делала свои первые робкие шаги. Тогда же, прогуливаясь с Полиной по парку, Артем сделал ей предложение руки и сердца. За это время он очень привязался к девушке и осознал, что безумно в нее влюблен. Полина долго не думала и с радостью согласилась. В глубине души она испытывала те же чувства, хоть и боялась себе в них признаться. В свадьбу молодожены сыграли в поселке, согласно местным обычаям и традициям.
Наблюдая, как изящно Полина и Артем кружатся в свадебном вальсе, Ефимыч плакал от счастья благодаря судьбу за то, что послала его внучке такого хорошего жениха. А пес-боцман, которому в честь праздника выделили добрую порцию мясных обрезков и костей, смотрел на молодых и думал, что не найди он в лесу несчастного парня, неизвестно, как бы сложилась судьба его хозяйки, которую он любил больше всех на свете. Через год после свадьбы Полина подарила Артему первенца, которого назвали в честь его умершего деда по отцу Константином. Матвей Ефимович, проводя все свободное время с малышом, искренне радовался тому, что дожил до свадьбы внучки и стал прадедом.